Приветствую вас на канале Техревизор. Для этого рейтинга я подобрал 7 лучших мембранных клавиатур для игр, которые можно рассмотреть к покупке в 2023 году. При отборе я учитывал потребности и вкусы современных геймеров, которые уже самой простой лишь бы рабочей клавиатурой не обойдутся, как это было лет 15-20 назад. Сегодня важны надежность, дизайн, удобство при использовании и функционал. В общем, все намного сложнее, поэтому я постарался отобрать лучшие по всем параметрам клавиатуры, чтобы каждый геймер смог выбрать себе подходящую модель. Все девайсы не однотипны и имеют разные особенности. Есть варианты как за пару тысяч рублей, так и за 5 с плюсом. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропускать выход новых роликов. Ну а теперь приступим. Седьмое место занимает Sven KB G9600. Самая дешевая и доступная клавиатура в этом рейтинге. Довольно большая по габаритам мембранка с кучей дополнительных кнопок и под мультимедиа, и под макросы. Это полноценная 104 клавиши с нампадом, да еще и с подставкой под запястье. Поэтому часовой гейминг можно сделать в разы комфортнее. Ну а если для кого-то это лишнее, без мороки отсоединяйте подставку и продолжайте пользоваться. Все просто. Отдельным достоинством я считаю наличие ПО, поэтому здесь подсветка не ограничивается каким-то количеством режимов. Можно пойти дальше и настроить все так, как требует ваше настроение. Даже в настолько бюджетном сегменте есть такая возможность. Как я уже и сказал, если пойти еще дальше, то можно и функционал клавиш менять под себя. Если где-то какая-то клавиша неудобно расположена для вас или есть необходимость забиндить нужную функцию, ПО дает такую возможность. В общем, играйтесь на здоровье. В остальном же ничего интересного. Самая обычная бюджетная клавиатура со всем необходимым для гейминга. На столе стоит такая громадина уверенно, подключается по USB, ну и главное, что не ломается в первый месяц. Клавиши не дабл-кликают и не отказывают, а то от клавиатуры такого сегмента многого можно ожидать. Но конкретно у этой проблем нет. На шестом месте стоит MSI Vigor GK20. Сам девайс полноразмерный, имеет эвки и нампад. Все клавиши изготовлены из более-менее качественного ABS пластика. Хоть MSI это вроде как довольно авторитетный бренд на рынке, клавиатура находится в бюджетном сегменте, поэтому весь пластик, в том числе корпус, просто неплохой. Не выгорает, не стирается, не трескается от легкого прикосновения. А для игровых клавиатур это очень важно. Многие любят постучать по клавишам, не так ли? Кстати, их заявленный ресурс нажатия 12 миллионов. Не то чтобы много, но вряд ли вы купите одну клавиатуру и будете играть только на ней следующие 5-7 лет. Тайпинг мягкий и тихий. Снизу расположились прорезиненные ножки, в том числе откидные, и дренажные каналы для слива попавшей жидкости. Девайс имеет хорошую влагозащиту, и если вы нечаянно перевернете стакан с водой, ничего не случится. Однако, если это будет что угодно сладкое, пиши пропало. Также предусмотрена подставка для рук. Это, конечно, не решающий фактор для большинства, но точно удобное дополнение, хоть и не из топового пластика. Запястья все равно будут уставать меньше. На верхней же части нет ничего интересного, поэтому можем поговорить о подсветке. От клавиатуры стоимостью около 2-3 тысяч рублей чего-то удивительно увидеть не ожидал. Но и не думал, что функционал у подсветки окажется настолько скучным. Из всего возможного вы можете выбрать пару режимов работы и уровень яркости. Поэтому, если для вас важно, чтобы клавиатура светилась как новогодняя елка, MSI Vigor GK20 точно не подойдет. Но не торопитесь, впереди еще будут участники, которые точно порадуют разноцветными возможностями. А пока перейдем к пятому месту. Топ-5 открывает Bloody B500N. Эта клавиатура тоже имеет приличную двойную защиту от воды. Ее суть заключается в отдельной защите электроники, в дополнении к которой прилагается отверстие на нижней части корпуса клавиатуры. Некоторые рассказывали об исправной работе даже после разлитой колы, но на своем опыте проверять такое не стоит. От остальных полноразмерных мембранок этот аппарат отличается наличием 8 дополнительных клавиш, которые оснащены мембранно-механической технологией. То есть основание мембранное, но внутри кейкапа присутствует специальный механизм
механизм с пружиной. Такие кнопки выделены серым цветом. Сделано это не случайно. По мнению производителя, именно эти клавиши чаще всего используются во время игры и несут на себе большую ответственность. А такой механизм увеличивает скорость работы клавиши и снижает задержку после нажатия. Сами колпачки ничем особенным не выделяются. Приятная на ощупь и удобная для нажатия. Со временем начнут блестеть и немного сотрутся, куда без этого. Главное, что тайпинг мега приятный. За это стоит сказать спасибо и пластиковому корпусу, который не передает лишние звонкие звуки. Хотя на верхнем ряду эфок вставка из металла, но ее задача сделать клавиатуру более прочной и привлекательной. Снизу, кроме дренажа, по стандарту ножки с резины, однако все еще нет кабель менеджмента. Зато в клавиатуре предусмотрено ПО, которое позволяет программировать клавиши. Также есть классная подсветка на 5 зон и 7 режимов. Светодиод находится прямо в центре капа, что позволяет равномерно и ярко освещать всю клавиатуру. Поэтому по подсветке эта Блади уж точно поинтереснее прошлой MSI. Четвертую ступеньку топа занимает Redragon Shiva. И если прошлые две модели вам показались большими, то вот для сравнения чуть ли не гигантская клавиатура, у которой не 104 и даже не 110 клавиш, а все 119. То есть 15 из них дополнительные. Из этих 15 9, которые расположены на верхней части, мультимедийные. Можно регулировать громкость, переключать трек, ставить на паузу. А 6, которые на левой стороне, программируемые. Можно назначить на них удобный для себя функционал. Довольно неплохо продумано, если нужно назначить побольше горячих клавиш и макросов в софте. Правда, из-за этого у клавиатуры габариты раздуло, но все в ущерб комфорту. Ту же стопку и подставку под запястье с мягким и приятным покрытием. Вроде и дополнительное удобство, но места занимает немало. Однако она снимается, поэтому в этом плане все отлично. К кнопкам тоже претензий нет. Ну, кроме того, что они из простого пластика, который через пару лет сотрется на самых часто используемых кейкапах. Но это типичная болезнь бюджетных клавиатур, поэтому придется смириться. Хотя ничего страшного в этом нет. Намного обиднее, когда купил клавиатуру за реально немаленькие деньги и уже через год краска начинает слезать. Вот тут да, дело плохо. В основном тайпинг у клавиатуры тихий. Ну еще бы, мембранка же. Но никто не отменял звука удара пластикового колпачка о пластиковый корпус, поэтому характерный для мембранки шум, да, есть. Но главное, что живет это дело долго. Мембранки в принципе более чувствительные, чем механика из-за своей простой конструкции, даже если брать бюджетный сегмент. Поэтому и здесь волноваться просто не о чем. Про подсветку еще скажу. Она действительно приличная. Можно менять режимы, включать одноцветную, настраивать свечение под каждую клавишу отдельно и отключать полностью. Реально неплохой функционал в этом плане. Почетное третье место занимает Asus TUF Gaming K1. Тоже большая, полноразмерная клавиатура с нанпадом, но уже на 104 клавиши. Есть даже 105-я, это роллер для регулировки громкости. Довольно классная штуковина. Через комбинацию FN плюс F все-таки неудобно увеличивать или уменьшать громкость, особенно во время игры. Единственный нюанс, нельзя полностью выключить звучание, только снизить громкость до минимума, но это не так страшно. Про остальные клавиши ничего интересного, как с прошлой Redragon, не расскажу. Обычная мембранка же со всеми своими преимуществами в долгожительности и тишине работы. Сами кейкапы классные, сделаны по технологии двойного литья, что не дает быстро стираться принту. Поэтому и через пару месяцев от потных каток не затрется какая-нибудь буква. Все символы четко видны. Особенно с подсветкой. Здесь она ой какая классная. Есть приложение, в котором можно настроить цвета, кучу всяких эффектов. Есть даже режим, который подстраивает подсветку под происходящее на экране. Или, например, под музыку. В общем, с такими функциями уж точно не заскучать. Но есть и одна претензия. Если смотреть на клавиатуру под тупым углом с включенной подсветкой, можно заметить, что отдельные клавиши подсвечиваются неравномерно. Где-то наполовину, где-то меньше. Но если вы сидите за креслом по-человечески, а не в какой-то странной позе, откинувшись подальше назад, то велика вероятность, что вы вообще ничего не заметите. Поэтому в серьезный недостаток я это записывать не буду. В остальном претензий ноль. Качество материала – стандартный пластик. Ничего не скрипит, по столу не ездит, не прогибается, ощущается крепким. С этим тоже все в порядке. На втором месте стоит Razer Sinosa V2.
Также является полноразмерной клавиатурой, у которой есть дополнительные клавиши мультимедиа. 4 таких кнопки расположены вверху справа. Сразу за ними разместились еще 2, но уже отвечающие за регулировку яркости подсветки. Не могу утверждать, что такое решение будет удобно каждому. Возможно, некоторым придется привыкать пару дней. Профиль же основных клавиш тоже отличается. Он немного ниже стандартного. Но к этому пальцы адаптируются быстро, мучиться не придется. Сами колпачки сделаны из реально качественного и приятного пластика. Он, конечно, тоже засалится со временем, но сделает это не так быстро. Да и ощущения будут от этих колпачков совершенно другими в сравнении с предыдущими участниками. Это вы ощутите уже при первой катке. Ход довольно высокий и мягкий. Сами клавиши не шатаются и реагируют без задержек. Что касается корпуса, ничего особо интересного нет. Сам он из матового пластика. Снизу прорезиненные двухэтажные откидные ножки, а также кабель менеджмент для расположения провода справа, слева или посередине. В общем-то и все. Но самое интересное внутри. Предусмотрено ПО, которое позволяет настраивать и макросы, и подсветку на каждую клавишу, как и у прошлой асусовской клавиатуры. И еще одна интересная технология – Razer Chroma. В нее интегрированы более 150 приложений, при игре в которые подсветка подстраивается под то, что там происходит. Выглядит это очень привлекательно и вызывает необычные ощущения. А чтобы увидеть, поддерживается определенная игра или нет, можно перейти на сайт Razer и проверить. В общем, это практически то же самое, что и у Asus K1, только реализовано в более понятном и менее глючном интерфейсе. Лучшей мембранкой стала SteelSeries Epix 3. Лучшей мембранной клавиатурой в 2023 году стала SteelSeries Epix 3. Фортнайтеры вошли в чат. Лично мне она показалась лучше Razer Synosa V2. По качеству материалов, настройке подсветки и дополнительными особенностями. Обо всем по порядку. Капы также из ABS. Хорошие, приятные, высокие и не шатаются. В общем, кроме формата ничем не отличается от прошлой клавы, а вот уже мультимедийные кнопки сделаны немного по-другому. Правый верхний край поставили валик громкости, что реально удобнее, чем в прошлом варианте. Только вот за остальные функции мультимедиа решили оставить ответственной только одну кнопку. Тут уже не знаю, кому удобно, кому нет, но место экономит. Тайпинг, само собой, приятный, но не супер тихий. Какой-никакой звук удара капа о корпус есть, корпус пластиковый. Но на первый взгляд появляется уверенное ощущение, что он металлический. Да и прочность в тесте на скручивание радует. Именно этим и понравилась клавиатура. К задней грани предусмотрена подставка для рук из приятного софт-тач материала. Держится на магнитах и большом количестве резиновых ножек, поэтому сдвинуть во время игры практически невозможно. А вот с подсветкой здесь вообще отдельная история. Проще уж самому попробовать. Здесь предусмотрено целых 10 зон. Настраивай не хочу. Можно выставлять каждую тонкость, которую только захочется. Все зависит от фантазии и настроения. Менять цвет, регулировать скорость и назначать индивидуальное свечение для любой клавиши. Светится ярко, светится четко и без всяких недоработок. В этом плане SteelSeries постарались не на шутку и вывели свою клавиатуру на первое место. На этом мой рейтинг подошел к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. Стоимость всех моделей можете посмотреть по ссылкам, оставленным в описании. А с вами была команда канала TechRevizor.